Итак, в первую очередь нам нужно войти в нашу консоль Amazon Web Services. Заходим на главную страницу avs.amazon.com. Выбираем здесь язык нашей консоли. Я оставлю английский. И нажимаем кнопку «Войти в консоль». На этой странице вбиваем пароль. Переходим в самый первый и в левом верхнем углу сервис Elastic Compute Cloud. Попадаем в консоль управления нашими виртуальными машинами. В первую очередь нам нужно запустить спот-запрос. Выбираем Spot Request. И выбираем здесь Microsoft Windows Server 2012 R2 Base. Самый последний образ операционной системы Microsoft Windows Server. Жмем Select. Из типов инстансов выбираем здесь M3 Medium. И жмем Next. Здесь выбираем теперь количество, нам здесь нужно 1 инстанс. Current Price. У нас сейчас прайс идет 0,1, 5 центов. Максимальное, допустим, выставим, 20. Но платить мы будем по текущей цене. Эта максимальная цена не относится к тому, что мы будем платить. Дальше зона доступности. Выбираем ту, на которую ориентируемся, то есть 1А. Тут они сейчас одинаковые, тут без разницы. Важная настройка AM Role, то есть роль. Нам нужно создать новую. Выбираем эту ссылку, попадаем на страницу сервиса IM и Create New Role. Жмем здесь, создаем admin. Next Step. Выбираем здесь сервис Amazon EC2. Select. И здесь администратор Access. Доступ администратора. Next Step. И здесь Create Role. Это делается для того, чтобы мы могли, вот я сейчас теперь здесь обновляем, чтобы наша утилита могла от имени администратора управлять ресурсами Amazon Elastic Compute Cloud. Добавляем роль администратора. Здесь на этой странице, в общем-то, все. Жмем Add Storage. Здесь нам нужно добавить еще один дополнительный виртуальный диск, на котором мы будем размещать наши файлы, допустим, 30 гигабайт сделаем. Файлы установки, там будет скачанный дистрибутив Cinema 4D и так далее. Здесь мы сделаем, например, 50 гигабайт. То есть здесь это у нас будет жесткий диск, диск C, на котором будет установлена сама непосредственно операционная система Windows Server, плюс определенное пространство нужно оставить для будущих установленных программ, и плюс определенное пространство нужно оставить, заложить для файлов, которые у нас будут получаться в результате рендеринга. То есть 50 это минимум, чтобы было. Итак, переходим дальше. Text Spot Request. Здесь можно тегировать запросы, то есть размечать их определенной информацией. Ну, в данном случае нам это не надо. Для примера просто переходим на создание группы безопасности. Здесь нам нужно Create New Security Group и создаем новую группу безопасности. Она создается один раз, допустим, Render Farm, я обычно называю, чтобы было понятнее. Затем, когда мы в следующий раз будем доходить до этого этапа, достаточно будет просто выбрать эту группу и не надо будет создавать ее снова и снова. Выбираем здесь, какие нам будут доступны нашему инстансу, будут доступны и открытые порты и протоколы. То есть у нас все порты TCP, все порты UDP. И источник будет anywhere, то есть откуда угодно. Здесь то же самое anywhere. И add rule выбираем здесь all ICMP. По этому протоколу работает команда ping в данном случае. То есть если мы вдруг захотим проверить с помощью команды ping доступность наших серверов, то обязательно вот этот протокол должен быть открыт. И выбираем то же самое anywhere. То есть доступ будет отовсюду. Review and launch. Здесь мы можем в финале посмотреть полностью все настройки, которые мы указали в этом запросе. И если все хорошо, можем нажать Launch, то есть запустить. На этой странице нам нужно создать key pair, пару ключей, с помощью которых мы будем расшифровывать пароль для Windows. Здесь у нас пока нету пароля ключей, мы создадим его один раз. Я его также называю обычно Render Farm. Скачиваем. Допустим, сохраняем на рабочем столе. Этот файл важно не потерять. И жмем Request под Instances. Можно посмотреть лог. Здесь все удачно. Жмем
просмотреть спот-запрос, и теперь нужно подождать определенное время, прежде чем state, состояние спот-запроса, не изменится на активный, а статус не изменится fulfilled, то есть подтвержден. Если нам спот-запрос не подтвердят, например, если мы максимальную цену указали слишком низкую для текущих котировок спот-запросов, то наш запрос будет отменен и статус будет здесь cancel, либо какой-то другой. То есть вот этот желтый кружок будет цвета красного, то есть нам не согласовали этот запрос. На закладке Instances здесь появится, собственно, новый инстанс. Ну вот я смотрю, судя по всему, нам запрос согласовали, spot requests. Да, здесь active, fulfilled, нам согласовали спот-запрос. И здесь начинает появляться инстанс. Через определенное время можно нажать кнопку Connect и нажать кнопку Get Password. Но нам пароль не дают, потому что нужно подождать еще около 4 минут. Еще не прошло достаточное количество времени, прежде чем Windows сформировался в только что согласованном инстансе. Итак, попробуем еще раз. Жмем Try Again. Наконец нам дают возможность сформировать пароль. Выбираем теперь этот ключ, ключевую пару Render Farm. Жмем Открыть. Decrypt Password. И получившийся пароль мы копируем. Ctrl-C. И сохраним его где-нибудь в текстовом формате. Например, в блокноте. Ctrl-V. Жмем Download Remote Desktop File. Сохраним на рабочем столе. И открываем его в приложении подключения к удаленному рабочему столу. Жмем подключить. Здесь сюда Ctrl-V вставляем наш скопированный пароль. Жмем ОК. Здесь да. И попадаем на рабочий стол Windows, который у нас установлен в нашем инстансе. В первую очередь, что нам нужно здесь сделать, это поменять пароль Windows. Правой кнопкой мыши на значке окна. Выходим здесь на контрольную панель. Выбираем User Accounts. Change User Account Type. Здесь выбираем администратор. Change the Password. Меняем пароль на тот, который у нас, который нам проще всего запомнить, естественно. Следующим этапом нам нужно включить так называемый автологин. Правой кнопкой мыши снова по кнопке выбираем здесь Run. И в этом окне вбиваем такую фразу по-английски. Ctrl пробел, user, passwords 2. Жмем Enter. И в этом окне снимаем галку, жмем Apply. И снова вбиваем наш новый пароль. Дальше теперь можно выйти из инстанса, из управления, и на локальной машине можно открыть сервис, называется ninit.com, который позволяет создавать такой комплексный инсталлятор, который объединяет несколько полезных утилит. Например, это браузер. Например, это кодек QuickTime. Еще какие-то полезные кодеки можно здесь выбрать, если вы их используете. Дальше, какие-нибудь интересные утилиты. Например, нам здесь понадобится обязательно Google Drive и архиватор, например, WinRAR. Жмем Get Installer и скачиваем, допустим, на рабочий стол инсталлятор. Этот инсталлятор можно просто скопировать и вставить его на рабочий стол инстанса через удаленное управление рабочим столом. Двойным кликом можно запустить установку. Инсталлятор автоматически устанавливает все указанные утилиты без лишних запросов и, можно сказать, за один раз. Итак, после того, как будут скачаны и установлены все программы из инсталлятора Ninit, можно закрыть это окно и, используя привычный для нас браузер, можно скачивать дистрибутивы, все необходимые установочные файлы, плагины, все наши шрифты, все наши индивидуальные файлы скриптов, например, все файлы инсталляции, и используем для этого диск D для хранения наших дистрибутивов. Именно на этом диске мы будем использовать те файлы, которые будут у нас задействованы в установке. Перед тем, как приступать к установке Cinema 4D, я рекомендую отключить надоедливые сообщения от системы безопасности Internet Explorer. Ее можно отключить, выставив здесь галочки Off, жмем ОК. И теперь в процессе установки Cinema 4D нам не будут мешать какие-то сообщения от Internet Explorer. Жмем здесь Continue.
Я рекомендую устанавливать полную Cinema 4D, которая содержит вместе в себе и TeamRender сервер, и TeamRender клиент, но за отсутствием библиотек и файлов help. То есть переходим к Continue дальше. Выбираем здесь галочку, снимаем Content Libraries и на вкладке опциональных настроек снимаем English Documentation. То есть нам нужно только само приложение. Все остальное лишнее нам в данном случае в облаке не нужно. Поэтому переходим здесь дальше. После того, как установка завершена, обновляем приложение последними обновлениями. Далее затем заходим в настройки Preferences и отключаем автоматическое обновление на вкладке Communication. Automatically check for updates. После установки и обновления Cinema 4D я рекомендую обязательно перезагрузить Windows в инстансе. Для этого правой кнопкой мыши Shutdown and Sign Out и выбираем здесь Restart. После перезагрузки снова заходим через программу удаленный рабочий стол и запускаем по очереди клиент и сервер. У них в настройках Preferences то же самое. Нам нужно Communication отключить автоматическую проверку обновлений. Preferences, Communication. И закрываем. После установки Cinema 4D теперь можно переходить к установке утилиты TeamRender Cloud Control. Она достаточно простая. Запускаем установщик. В первую очередь устанавливаются компоненты. И после их окончания здесь у нас появляется окно. Нужно запустить установку второй раз. Жмем Next. Соглашаемся с соглашением. И в этом окне вбиваем электронную почту и серийный номер. Жмем Install. После окончания установки здесь будет продолжаться установка необходимых компонентов, которая, как правило, происходит через Windows Update и гораздо дольше, чем все остальное происходит. Мы можем в это время проверить нашу электронную почту. На вашу электронную почту, которую вы указали при установке TeamRender Cloud Control, будут приходить важные оповещения от сервера. Здесь необходимо подтвердить подписку. Если вы используете такой полезный сервис, как PushBullet, я рекомендую установить, помимо оповещений на электронную почту, еще и оповещения с помощью сервиса PushBullet. Делается это следующим образом. Сожмем Sign In или Sign with Google. Дальше на странице Settings выбираем здесь ACES Token. Вот этот набор цифр. И копируем его. Ctrl-C. Возвращаемся теперь в облако. Здесь заканчивается в это время установка. Открываем проводник. Переходим в документы администратора. И находим здесь папочку TRCC. И находим здесь в этой папке PushBullet Token. Сюда нам нужно вставить тот номер, который мы скопировали. Paste. Сохраняем документ и закрываем его. Прежде чем мы, друзья, продолжим с вами разговор о том, каким образом лучше всего и эффективнее передавать данные из облака к вам на локальный компьютер, важно усвоить такой момент, что как работает система оплаты за трафик, передаваемый в Amazon Elastic Compute Cloud. Итак, входящие данные, то, что мы загружаем в инстансы, все это бесплатно. Исходящие данные, исходящий outbound data transfer, если мы укладываемся в 1 гигабайт, то это бесплатно. Но все, что свыше 1 гигабайта, оплачивается в месяц за определенную сумму. На этой странице Simple Monthly Calculator можно рассчитать свои приблизительные затраты на то, как мы будем использовать сервисы Amazon Web Services. Вот на этой вкладке на первой мы можем рассчитать свои затраты при использовании инстансов, свои затраты при использовании виртуальных жестких дисков и, собственно, при передаче данных. Вот Data Transfer Out, исходящий трафик. Сколько гигабайт в месяц собираемся передавать от своих инстансов, например, к своей локальной машине. Ну, напишем здесь 100, например, гигабайт. И обновляется вот эта вкладка $7 в месяц за 100 гигабайт. Это с учетом скидки для новых пользователей. Если вы не используете сервисы AWS дольше года, то вы попадаете под эту программу Free Usage Tier, то есть вам предоставляется скидка.
Давайте перейдем на эту вкладку, и вот здесь размер этой скидки можно увидеть, $1.26. Если вы уже достаточно долго используете сервис AWS, то снимаем вот эту галку, и без скидки почти $9 у нас будет затраты на передачу данных. То есть $10, в общем-то, почти ощутимая сумма, и есть смысл задуматься над тем, каким образом оптимизировать передачу данных из инстансов, то есть как их можно сжать. Я испробовал 3 варианта передачи данных и подготовил для вас здесь 3 слайда, каким образом я передавал данные. Но здесь не хватает еще одного слайда, это напрямую, когда мы передаем из папки репозитория напрямую на свой локальный компьютер в обход какого-то облачного сервиса. Но это не самый эффективный способ, поэтому я от него отказался. Начнем с самого первого способа. Способы передачи результатов рендеринга. Первый способ без сжатия. Итак, у меня здесь есть на схеме наш Team Render Cluster. В среде Amazon Web Services развернутый. У нас есть сервер, у нас есть клиенты. И сервер складывает все результаты рендеринга в папку, которая совпадает с папкой синхронизации нашей утилиты по синхронизации файлов с каким-то публичным облаком. Например, это Dropbox, Google Drive, OneDrive, либо там какие-то еще другие сервисы, которых сейчас достаточно большое множество в интернете. В этом случае файлы передаются без сжатия, то есть все результаты рендеринга, только сервер что-то просчитал, он складывает в эту папку, автоматически папка находит изменения, и эти изменения тут же передаются в облако, без какого-либо сжатия. Этот вариант подходит в том случае, если вы не очень интенсивно используете облачный сервис для просчета рендеринга, и либо если результаты рендеринга просто не превышают 1 гигабайта в месяц. Этот случай будет самый оптимальный. Почему я отказался от передачи данных напрямую? Потому что, например, если вы используете сервис, например, где-нибудь в России, а сервис с клиентами запущены в виртуальном облаке где-нибудь в Вирджинии, в Америке, то есть на другой стороне земного шара, вы напрямую зависите просто от трафика. То есть если где-то произошли какие-то задержки сети, трафик может оборваться, и вы просто не сможете нормально получать свои данные. При использовании публичного облака, например, Dropbox, Google Drive, данные попадают сначала на сервера этой компании. Например, Dropbox вообще использует сервера той же самой компании Amazon. То есть скорость трафика между вашей папкой синхронизации и Dropbox будет просто запредельно большая. У Google тоже имеется огромное количество серверов. Поэтому трафик, который будет переходить от папки синхронизации к вашему облачному сервису, будет достаточно быстрый, и данные будут передаваться оперативно. Ну а затем вы уже можете спокойно получать их к себе на локальный компьютер. Поэтому использование File Storage Cloud, то есть публичного облака, я считаю самым оптимальным. Итак, первый способ был без сжатия, когда у нас небольшой трафик при передаче данных. Если трафик все-таки большой, то, естественно, его нужно сжимать. Либо в zip-архивы, либо еще в какие-то другие архивы. Второй вариант — сжатие при отправке. Сжатие происходит с помощью специальной утилиты наподобие Always Sync. Always Sync — это самая простая, которую я использовал. У нее есть бесплатный вариант использования, но он нам не подойдет. Почему? Потому что бесплатный вариант использования подразумевает передачу очень небольшого количества файлов. Если вы превысите это количество, например, около 40 тысяч файлов, кажется, в месяц разрешено передавать с помощью бесплатной версии. Если вы перешагнете 40-тысячный порог, то программа попросит уже ключ и откажется дальше работать. Поэтому все-таки купить ее придется. Стоит она около 35-25 баксов. И существуют еще аналоги этой утилиты, но тут нужно, конечно же, отдельно тестировать. Итак, каким образом это работает? Мы папку репозитория оставляем там, где она появляется после установки сервера, то есть Cinema 4D документы этой программы. Затем Always Sync берет все файлы и архивирует их и передает их, собственно, в облако. Облако может быть не только из публичных сервисов, это может быть FTP, это может быть и в том числе Amazon S3, сервис хранения данных от компании Amazon, и различные другие места хранения файлов. Ну а затем уже дальше вы можете забирать из публичного облака к себе на локальный компьютер сжатые данные. Недостаток этого способа в том, что, естественно, нужно докупать еще отдельную утилиту Always Sync, либо какие-то другие утилиты, и настраивать ее, соответственно, на передачу данных.
Следующий способ, который я выбрал для себя, он несколько сложнее, но он бесплатный и при этом использует алгоритм сжатия 7-zip. Здесь подразумевается использование двух утилит. Это, собственно, синхронизация с помощью утилиты от того сервиса, который вы используете. Dropbox, Google Drive. Например, вот в моем случае это Google Диск. И утилита для сжатия трафика, для сжатия данных. CryptSync так называемая. Она очень маленькая, она очень простая, она позволяет синхронизировать две папки, и на одной папке будет храниться полностью копии всех данных из предыдущей папки, но уже в сжатом и зашифрованном виде. Но работает это следующим образом. Также мы репозиторий оставляем там, где он появляется после установки программы, устанавливаем CryptSync, устанавливаем Google Диск и синхронизируем репозиторий с его синхронизируемой папкой. И, собственно, указываем, чтобы этот CryptSync работал раз в минуту в фоне. Недостаток этого способа в том, что мы, как видите, у нас будут две папки. У нас будет папка репозитория и у нас будет папка Google Drive. То есть мы будем дублировать данные, только в одной папке данные будут уже в сжатом виде. Поэтому при создании сервера нам нужно будет учитывать размер, собственно, системного жесткого диска с тем учетом, что данные у нас будут потом впоследствии дублироваться. Но при этом нам не нужно будет дополнительно покупать лицензию на какую-то утилиту работы, на утилиту синхронизации с облаком. Итак, давайте сейчас пройдемся по всем трем примерам передачи результатов рендеринга на публичное облако. И я расскажу, как настроить каждый вариант в отдельности. Итак, синхронизация по первому способу. Нам нужно, запускаем TeamRender сервер, заходим в настройки, renderer, TeamRender и находим вот такой параметр путь, Local Repository Path. Нам теперь здесь нужно, открываем вот эту настройку, указать путь, который у нас по умолчанию ведет в папку AppData Roaming Maxon. Нам нужно ее подсоединить к папке Google Drive. Но для начала нам нужно сначала настроить Google Drive, то есть мы открываем утилиту, авторизуемся, заходим в раздел Sync Options и выбираем Sync Only These Folders. Отключаем полностью галку, снимаем со всех папок и отмечаем только ту папку конкретно, которую мы назначили в качестве репозитория. То есть у меня есть специально в облаке такая папка Cloud Repos, я ее называл. И не забываем, что все остальные файлы, которые будут находиться вне вот этих папок, то есть в корне вашего Google диска, они будут также здесь синхронизироваться. Поэтому я рекомендую почистить все, что здесь плохо лежит, разместить их по разным папкам. Отмечаем нужную папку, переходим на вкладку Advanced и снимаем галку Start Google Drive on System Startup. Нам будет необходимо, чтобы Google Drive запускался только на сервере. Это будет у нас делать утилита TeamRender Cloud Control. Жмем Start Sync. И в папке Google Drive у нас появляется, собственно, папка Cloud Repos. И рекомендуется, конечно же, держать ее пустой. Теперь мы просто переходим в TeamRender сервер, открываем здесь настройку локального пути и указываем эту папку Google Drive, Cloud Repos, жмем ОК. И репозиторий у нас поменяется после перезапуска программы. Ну, можно ее просто закрыть. Теперь, что нам нужно сделать? Теперь нам нужно настроить автозапуск только на сервере. Для этого заходим в папку администратор trcc, сервер Startup, и здесь размещаем ярлык на исполняемый файл Google Drive непосредственно. И таким образом у нас программа будет запускаться только на сервере, а не на всех инстансах, которые будут запускаться с этого образа, который мы сейчас настраиваем. Вот таким образом происходит настройка по первому способу без сжатия. Второй способ с использованием утилиты AlwaysSync. AlwaysSync может работать без Google Drive, то есть можно правой кнопкой мыши выбрать ее здесь, Quit Google Drive. Возвращаемся в AlwaysSync, создаем новый job, то есть выбираем здесь меню Job, Add New Job, то есть новую работу, новое задание. Выбираем здесь Windows Folder, берем Browse и указываем папку, где находится репозиторий TeamRender Server. C Users, администратор, Application Data, Roaming, Maxon, Cinema 4D текущая версия,
Team Render Server Users. Вот эту папку нужно синхронизировать. Берем Configure. И здесь, в принципе, ничего нам не нужно. Это у нас будет первая папка. И второе место, это у нас будет какой-либо из облачных серверов. То есть может быть Google Drive, Dropbox, OneDrive, просто Box. И давайте выберем сейчас Google Drive. Жмем Configure. Пройдем по этой ссылке, чтобы авторизоваться. Жмем разрешить. Снова возвращаемся к конфигурации. И выбираем здесь Browse. И выбираем ту папку, вот она, Cloud Repos, которая у нас предназначена для, собственно, репозитория. Жмем ОК. По этой схеме у нас будет синхронизация происходить в обе стороны. Возвращаемся сюда. И вот здесь нужно указать Compression and Encryption. Выбираем здесь Compress Files. Можно выбрать еще их и зашифровку, но зашифровка у нас будет увеличивать еще их размер дополнительно. Выбираем здесь Compress Files. Здесь можно все оставить по умолчанию. Жмем ОК. И теперь правой кнопкой мыши выбираем Properties. И здесь нам нужно настроить уже непосредственно сам механизм авторизации, синхронизации. Synchronization Rules, то есть правила синхронизации. Когда она будет происходить? Давайте сейчас первый момент. Что нам здесь нужно выбрать? Режим Always Synchronization Mode, то есть синхронизация будет происходить в обе стороны. То есть две папки будут поддерживаться в актуальном состоянии, но одна папка будет всегда содержать упакованные данные, сжатые. Дальше здесь оставляем по умолчанию Automatic Synchronization, когда будет происходить синхронизация. On Application Start выбираем и дальше Through the Specified Period. И здесь выбираем 2 минуты. 2 или 1 минута. Ну, лучше оставить 2, чтобы не так часто происходила синхронизация. Проверка на появление новых файлов. И здесь, в принципе, тоже можно здесь все оставить. То есть здесь происходит настройка, какие действия будет производить программа с теми файлами, которые будут удаляться. То есть она их будет помещать в корзину, она будет удалять без помещения в корзину, будет помещать в какую-то специальную папку. Можно просто, допустим, в корзину. Ну и, в общем-то, на этом все. Жмем ОК. И самое главное, естественно, в настройках здесь не забыть, чтобы программа не запускалась во время старта Windows. То есть она также должна запускаться только строго на сервере. А для этого здесь жмем ОК. Здесь жмем файл Minimize to Notification Area, то есть скрыть ее в зону оповещения. И нам также нужно ярлык этой программы поместить сюда. Sync Up правой кнопкой мыши создадим шорткат, то есть ярлык, вырежем его и вернемся, собственно, в папку trcc server stop up и вставим сюда. Соответственно, остальные вот эти вот 2 ярлыка можно удалить. И теперь утилита Always Sync будет запускаться только на сервере и будет после запуска осуществлять свою работу. Первый, допустим, джоб, который у меня был настроен, его можно удалить. Жмем Yes. Ну, соответственно, это я сейчас показал, скажем так, беглые настройки. Здесь можно поэкспериментировать, посмотреть также в Properties, какие еще полезные опции могут быть здесь находиться. Здесь я показал на примере двухсторонней синхронизации, когда синхронизируются 2 папки, одна остается постоянно со сжатыми данными. Но при этом, если вы, допустим, что-то закинете сюда, если здесь можно сменить направление, вы можете указывать синхронизацию только в одну сторону, то есть она будет не двухсторонняя, а будет, допустим, программа строго передавать только то, что появилось на сервере, результаты рендеринга, будет передавать в облако. В обратную сторону ничего копироваться не будет, поэтому все файлы проектов, например, все сцены вам нужно будет уже загружать непосредственно через веб-интерфейс. Это для тех, кто хочет как-то гибко сконфигурировать программу, кому как нравится. Следующий момент, давайте закроем программу. Следующий способ, правой кнопкой мыши выйдем, уберем здесь ярлык. Это с использованием утилиты CryptSync. Утилита CryptSync, давайте сейчас откроем какую-нибудь страницу. Утилита CryptSync
Как я уже сказал, она бесплатная, она очень маленькая, буквально у нее интерфейс состоит из одного окна, где создаются просто пары папок синхронизируемых, и можно задавать настройки небольшие игнорирования файлов, и как она будет работать в фоне один раз, то есть синхронизация и выход, ну и, соответственно, все остальные настройки. Итак, здесь мы скачиваем download installer, и вот этот вот параметр tray тоже можно скопировать. Итак, как настраивается CryptSync? В этом окне new pair, то есть новая пара, и выбираем первая папка kept uncrypted, то есть первая папка исходная. Это у нас будет, собственно, репозиторий Cinema 4D. То есть вбиваем сюда путь по умолчанию Team Render Server, Select Folder. Давайте откроем еще раз. И здесь нам нужна папка Users, то есть более конкретно Select Folder. Вот такая папка. Team Render Server Users. И Encrypted Folder, то есть та папка, которая у нас будет уходить в интернет. То есть это Google Drive, Cloud Repos. Ну и здесь дальше настраиваем. Одна галка тут нам необходима. Это Use 7-zip instead of CryptSync и бла-бла-бла. То есть все, больше нам здесь на этой странице ничего не нужно. Жмем ОК. Количество интервал for full scans in minutes выбираем здесь единицу. В общем-то, здесь все. Можно выбрать Exit. Также переходим на Program Files. Переходим к CryptSync. Создаем для CryptSync Create Shortcut отдельный ярлык. Этот ярлык мы вырезаем. И возвращаемся обратно в папку Server Startup. Сюда помещаем. И небольшая настроечка правой кнопкой мыши, Properties. Здесь нам нужно указать /tray. То есть при этой настройке программа будет запускаться сразу же в фоновом режиме и будет через 1 минуту будет сканировать папку репозитория. Ну и здесь можно переименовать, убрать. Также, соответственно, не забываем, сюда нужно поместить ярлык на исполняемый файл Google Drive. То есть здесь у нас в этом случае на сервере будут запускаться две утилиты: Google Drive Sync и CryptSync. Давайте вот для эксперимента запустим. Двойным кликом смотрим. Программа автоматически запустилась у нас в трее. Ну и, соответственно, Google Drive также запускается в трее. Теперь, когда мы закончили полностью настройку, установили утилиту, установили Cinema 4D, обновили полностью все у нас готово. Теперь для теста давайте перезагрузим наш инстанс правой кнопкой мыши по кнопке пуск, shutdown or sign out и жмем Restart. Итак, мне на пушбуле только что пришло оповещение Team Render Cloud Control, группа Install, то есть наш инстанс перезагрузился, сработала утилита и запустила сервер и прислала мне ссылку непосредственно на веб-интерфейс. Давайте зайдем сюда, посмотрим. У нас клиент пока в офлайне. Давайте попробуем создать... теперь запустился клиент у нас. Теперь для теста давайте добавим простую какую-нибудь работу. 1, 2, 3. Не обязательно будет ее просчитывать. Добавим файлы, какой-нибудь проект. Скажем, здесь у меня есть упакованная такая сцена. Достаточно тяжелая. Теперь важно, чтобы хотя бы какой-то один из файлов появился в репозитории. И давайте запустим просчет. Перейдем в панель. Выбираем здесь Instances. Открываем здесь Show Hide Columns. И нам нужны TR Action, TR Date, TR Monitoring, вернее TR Time и, собственно, Team Render. Жмем Close и смотрите, у нас теперь здесь мониторинг отображает статус Standby. Action здесь можно выбрать Message. И время, давайте выберем здесь 2 минуты. Перейдем в папку Cloud Repos. У нас появилась папка Admin 1, 2, 3, наше задание. И здесь вот появился уже архив, собственно, с этой сценой. Наша утилита ее архивирует. Теперь мы можем в папку Admin, также правой кнопкой мыши, создать здесь новую папку. Например, пусть это будет, скажем, простое какое-то имя. И теперь в эту папку поместим какой-нибудь архив уже в формате 7-zip. Вот у меня, например, есть вот такая вот сцена. Правой кнопкой мыши, загрузить файлы и rotation. У меня здесь есть такой простой легкий проект.
Сейчас посмотрим, каким образом утилита у нас будет распаковывать то, что приходит в виде 7-zip архивов. Заходим сюда. И здесь у нас продолжается очень тяжелый проект рендеринг. Переходим в консоль, обновляем статус, и мониторинг у нас показывает, что бьюзи, то есть происходит в загруженном состоянии. Возвращаемся в веб-интерфейс, мы нашли здесь новую работу, и, собственно, вот у нас появилась наша сцена, то есть 7-zip архив распаковался, и теперь, в принципе, мы можем на этом мы можем убедиться, что у нас все работает, полностью вся система, которую мы отстроили, выглядит так, как нам нужно. Здесь можно это остановить, можно action тоже убрать. Теперь возвращаемся в наш, собственно, инстанс, закрываем здесь все. На сервере удаляем задание лишнее, то есть очищаем все папки. Здесь эту папку также правой кнопкой мыши мы удаляем. Delete selected, жмем ОК. Дальше очищаем различные папки, например, downloads, если мы что-то скачивали, например, тут update скачался, его можно удалить. То есть все ненужное очищаем полностью инстанс от ненужных каких-то файлов, которые нам не нужны, чтобы они хранились на образе. И теперь этот инстанс у нас полностью готовый. Там все настроено. Теперь его можно сохранять как образ. Правой кнопкой мыши выбираем здесь Image, Create Image, R17. Ну и Image Description можно сделать то же самое. Жмем Create Image, и таким образом мы получаем новый образ AMI, который вот у меня здесь уже есть, несколько образов, который у нас сохраняется здесь. И затем впоследствии, чтобы с него запустить инстансы, правой кнопкой мыши надо выбрать Launch, и дальше идет тот же самый процесс, выбор типа инстанса, конфигурация его, порядок добавления новых томов. Мы можем увеличить, например, эту цифру, например, до 150. И теперь наш системный диск C будет уже не 50 гигабайт, а 150 гигабайт. И необходимое пространство для файлов рендеринга будет увеличено. Далее, после того, как мы записали новый образ, переходим на вкладку Instances, и тот инстанс, с которого мы собирали наш образ, правой кнопкой мыши, Instance State, выбираем здесь Terminate, то есть удаляем его. Yes, Terminate. На этом можно считать создание образа для работы с рендерингом в облаке закончено.